Сегодня мы с вами будем говорить о анафилактическом шоке согласно нового клинического протокола от 2019 года, который был одобрен 30 июля 2020 года. Протокол номер 109. Анафилаксия – это жизнеугрожающая реакция гиперчувствительности. По эпидемиологическим данным, анафилаксия встречается 1,5–7,9 на 100 тысяч населения в год. Летальность до 1%, согласно данных Всемирной организации аллергологов 2020 года. Теперь современное определение анафилактического шока. Это анафилаксия, сопровождающаяся выраженными нарушениями гемодинамики, то есть снижение прежде всего систолического артериального давления ниже 90 мм ртутного столба или на 30% от исходного уровня, которое приводит к недостаточности кровообращения и гипоксии во всех жизненно важных органах. Итак, признаки гипотензии прежде всего, поскольку главным критерием является снижение артериального давления. Итак, если это ребенок от месяца до 1 года, гипотензией считается систолическое давление менее 70 мм ртутного столба. Если ребенку от года до 10 лет, менее 70 мм плюс 2 умноженное на возраст. Если возраст от 11 до 17 лет, менее 90 мм ртутного столба. И надо отметить, что первым и главным признаком гипотонии у детей может быть быстро нарастающая тахикардия. Итак, механизмы развития анафилаксии. Прежде всего, иммуноглобулин И опосредованная реакция. Речь идет прежде всего о анафилактической реакции. Если происходит прямая дегрануляция точных клеток, то есть без участия иммунной системы, то это будет называться уже анафилактоидная реакция. По степени выраженности клинических проявлений анафилаксия классифицируется. Первая степень – это генерализованные кожные проявления, такие как эритема, уртикарная сыпь или же ангионевротический отек. Вторая степень – умеренная полиорганная недостаточность. Это кожные проявления, гипотензия, выраженная брадикардия, гиперреактивность бронхов, сопровождающаяся кашлем, нарушением вентиляции. Третья степень – это жизнеугрожающая полиорганная недостаточность, требующая интенсивной терапии. Это коллапс, тахи- или брадикардия, аритмии, бронхоспазм, при этом кожные проявления могут отсутствовать или появиться только после стабилизации АД. Четвертая степень анафилаксии сопровождается остановкой дыхания или кровообращения. И пятая степень – это смерть в результате неэффективности сердечно-легочной реанимации. В зависимости от характера течения анафилактического шока различает острое злокачественное течение с возможным летальным исходом, для которого характерно острое начало, нарушение сознания вплоть до комы, быстрое падение артериального давления, диастолического до нуля, прогрессирование симптомов дыхательной недостаточности с явлением бронхоспазма, характерна частая резистентность терапии и очень часто неблагоприятный исход. Следующая форма. Острое доброкачественное течение или типичная форма анафилактического шока. Сопровождается нарушением сознания, это оглушение или сопр, умеренными изменениями сосудистого тонуса,
признаками дыхательной недостаточности. При этом хороший эффект от своевременной и адекватной терапии и исход, как правило, благоприятный. Затяжной характер течения выявляется после проведения активной противошоковой терапии, которая дает временный или частичный эффект. В последующем периоде симптоматика не такая острая, как при первых двух разновидностях анафилактического шока. При этом возможна резистентность к терапии и нередко приводит к формированию осложнений, таких как пневмония, гепатит, энцефалит. И эта форма характерна для анафилактического шока вследствие введения препаратов пролонгированного действия. Рецидивирующее течение. Для него характерно развитие повторного шокового состояния после первоначального купирования симптомов. Часто развивается после применения препаратов пролонгированного действия. При этом рецидивы по клинике могут отличаться от первоначальной симптоматики, иногда имеют более тяжелое и острое течение и более резистентные к терапии. И последняя форма, абортивное течение, это наиболее благоприятная форма. Она часто протекает в виде асфиксического варианта типичной формы анафилактического шока, сопровождается минимальными нарушениями гемодинамики и быстро купируется. Итак, диагностические критерии анафилактического шока. Прежде всего мы основываемся на клинической картине заболевания. Далее изучаем обстоятельства, при которых возникла реакция. Далее выясняем наличие и характер аллергических реакций на лекарственное средство. А также находим факторы, повышающие риск развития тяжелого течения анафилактического шока, такие как возраст, сопутствующая патология, это может быть бронхиальная астма, хронические заболевания органов дыхания, тяжелые атопические заболевания, это может быть сердечно-сосудистая патология, мастоцитоз, прием бета-блокаторов и ингибиторов ангиотензин превращающего фермента. Итак, если говорить о клинике, прежде всего мы должны сказать о жалобах. Прежде всего, при сохраненном сознании жалобы на беспокойство, чувство страха, тревога, озноб, слабость, головокружение, онемение языка, онемение пальцев, шум в ушах, ухудшение зрения, тошнота, схваткообразные боли в животе, нарушения в других органах и системах, такие как рвота, непроизвольная дефекация, мочеиспускание, иногда и метаррагия. Изучая анамнез, выявляем следующие факторы риска. Прежде всего, аллергических заболеваний, прием лекарственных препаратов с высокой сенсибилизирующей активностью, длительное применение лекарственных веществ, особенно повторными курсами, использование депо-препаратов, полипрагмазии, а также длительный профессиональный контакт с лекарственными и химическими средствами. Симптомы анафилаксии. Прежде всего, нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы. Это резкое снижение артериального давления, развитие острой сердечной недостаточности, а также могут быть нарушения ритма. Со стороны дыхательной системы одышка, бронхоспазм, гиперсекреция слизи, отек слизистых дыхательных путей, нарушение мозгового кровообращения, судороги, гастроинтестинальные симптомы, такие как тошнота и рвота. Что касается кожи и слизистых, то это могут быть уртикарные высыпания, ангиотеки, гиперемия, кожный зуд. На более поздних стадиях это бледность, холодный пот, цианоз губ. Но при этом отсутствие симптомов со стороны кожных покровов не исключает диагноз анафилаксии. Диагностику анафилактических реакций мы проводим по системе ABCDE. Итак, A. Airway, дыхательные пути. Необходимо смотреть на наличие обструкции.
При этом тяжелая обструкция сопровождается парадоксальными движениями грудной клетки и живота с участием вспомогательной мускулатуры. И цианоз считается поздним симптомом обструкции. B. Breathing. Дыхание. Необходимо подсчитать число дыхательных движений, напоминаю, в норме от 12 до 20 в 1 минуту взрослых. Более высокое ЧДД – риск резкого ухудшения. Необходимо оценить глубину и ритм дыхания, равномерность дыхания с обеих сторон. При этом оценка парциального давления углекислого газа в артериальной крови является основным критерием адекватности вентиляции. C. Circulation, кровообращение. Шок чаще всего связан с гиповолемией вследствие вазодилатации, а также увеличение проницаемости сосудов и потери внутрисосудистого объема. При этом низкое диастолическое давление предполагает артериальную вазодилатацию, а снижение пульсового давления предполагает артериальную вазоконстрикцию. Следующий D. Disability, то есть отсутствие сознания. Наиболее частые причины отсутствия сознания – это гипоксия, гиперкапния, гипоперфузия головного мозга вследствие гипотензии. Для оценки используется шкала Ком-Глазго. Кроме того, необходим контроль глюкозы крови для исключения гипогликемии. И exposure, экспозиция, контакт. При этом необходимо осмотреть все доступные участки тела пациента, так как изменения на коже слизистых могут быть неявными. Клинические и лабораторно-инструментальные показания к интубации и проведению искусственной вентиляции легких. Прежде всего, это остановка сердца. Далее, апноэ или брадипноэ, менее 8 минут, гипоксическое угнетение сознания, поверхностное дыхание, аускультативное распространение зон немых легких при астматическом обструктивном проявлении анафилаксии, избыточная работа дыхания, истощение, усталость основных и вспомогательных дыхательных мышц, прогрессирующий цианоз и влажность кожи, прогрессирующий тахикардия гипоксического генеза, прогрессирующий отек у легких, прогрессирующая гипоксемия, рефрактерная кислородотерапия, парциальное давление кислорода менее 60 мм ртутного столба при потоке кислорода более 5 литров в минуту, сатурация меньше 90, парциальное давление углекислого газа более 50 мм ртутного столба и жел менее 15 мл на килограмм массы тела. Показания коникотомии. Это невозможность вентиляции маской, невозможная интубация при отеке, обструкции на уровне верхних дыхательных путей. С какими заболеваниями мы должны проводить дифференциальный диагноз? Прежде всего, это острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая тоже сопровождается одышкой, быстрой утомляемостью, приступом удушья по ночам и так далее. Следующее – это септический шок. Для него характерен синдром системной воспалительной реакции организма, прежде всего сопровождаясь высокой температурой, тахикардией, тахипноэ, увеличением количества лейкоцитов и так далее. Синкопальное состояние, то есть состояние, сопровождающееся потерей сознания. Чем характеризуется стеснение в груди, слабость, мелькание мушек перед глазами, онемение конечностей, тошнота, рвота, бледность кожного покрова, падение артериального давления. Речь прежде всего идет о обмороке. Далее, тромбоэмболия легочной артерии. Это заболевание начинается с кратковременной потери сознания или обморока, а также характерны боли за грудиной или область сердца, тахикардия, одышка, удушье. Эпилепсия. Это заболевание для вас очень знакомо, поэтому останавливаться не буду. Следующие – солнечные тепловые удары. Характеризуются головной болью, вялостью, рвотой, повышением температуры тела, нарушение дыхания, судороги могут быть, иногда даже потери сознания вплоть до комы. Следующее, с чем необходимо проводить дифференциальную диагностику, это гипогликемия. И последнее – это передозировка лекарственных средств. Это зависит от типа лекарств.
Неотложное лечение пациентов с анафилаксией надо начинать при наличии 3 из ниже перечисленных признаков. Первое. Внезапное начало и быстрое прогрессирование симптомов. Второй признак. Если есть жизнеугрожающие нарушения, прежде всего, дыхательных путей или дыхания, а также кровообращения. И третий признак. Если есть изменения со стороны кожи и слизистых, в виде гиперемии, сыпи или же ангиотека. При этом отсутствие симптомов со стороны кожных покровов не исключает диагноз анафилаксии. Алгоритм действий при первых признаках анафилаксии. Прекращение введения триггерного препарата. Необходимо уложить пациента на спине, приподнять нижние конечности. Если пациент без сознания, провести прием Сафара для обеспечения проходимости дыхательных путей. То есть челюсти вперед и вверх, приоткрыть рот и запрокинуть голову. После этого необходимо оценить уровень сознания. Если пациент в сознании, необходимо спросить, как вы себя чувствуете? Если ответа нет, возможно проблема с дыханием. И необходимо провести мониторинг витальной функции по системе ABCDE. Кислород. При этом необходима ингаляция высокого потока увлажненного кислорода более 10 литров в минуту с дальнейшим титрованием для поддержания целевой сатурации 94-98%, но не менее 90-92%. При этом необходимо предусмотреть возможность трудной интубации за счет отека глотки или трахеи. При этом, если черты лица пациента меняются на глазах, показана немедленная интубация трахеи, потому что через минуту это может быть уже технически невозможно. Альтернативой интубации является коникотомия. Далее необходимо обеспечить венозный доступ. А если нет такой возможности, то возможно альтернативное введение, внутрикостное введение инфузионных растворов. Но для этого нужно иметь специальный набор, соблюдать технику доступа. На многих бригадах скорой помощи подобные наборы уже есть. Главным препаратом первой линии для лечения анафилаксии является эпинефрин. Если нет возможности ввести его внутривенно, вводим его внутримышечно, в переднюю или латеральную часть бедра. Дозы. Если это взрослый или ребенок старше 12 лет, мы вводим 500 микрограмм, то есть 0,5 мл внутримышечно. Если это ребенок от 6 до 12 лет, мы вводим 300 микрограмм, то есть 0,3 мл. Ребенок от 6 месяцев до 6 лет, меньше 6 месяцев, вводим 150 микрограмм, 0,15 мл внутримышечно. Повтор можно через 5 минут, если нет реакции. Что касается внутривенных доз, то это вводится методом титрования. Взрослым или детям старше 12 лет мы вводим 50 микрограмм. При этом, если это вторая степень анафилаксии, от 10 до 20 микрограмм. Если это третья степень, от 100 до 200 микрограмм. А если это дети, независимо от возраста, 1 микрограмм на килограмм массы тела. Следующий очень важный момент лечения – это инфузия или инфузионная нагрузка. Для этого необходимо использовать подогретый по возможности 0,9% раствор натрия хлорида. То есть, как мы привыкли говорить, это физиологический раствор. Или же в его отсутствии можно использовать другой, сбалансированный кристаллоидный раствор. При этом, если это пациент с нормотензией, то используем объем 500-1 литр. Если это пациент с артериальной гипотензией, 1 литр-2 литра. Если в анамнезе признаки сердечной недостаточности, не более 250 мл за 5-10 минут,
а у детей из расчета 20 мл на килограмм массы тела. Теперь гормоны. Речь идет о кортикостероидах. Здесь необходимо оговориться, что на сегодняшний момент гормоны не относят к препаратам первой линии для лечения анафилаксии, так как они уже не влияют на исход острой анафилаксии, но при этом могут предотвратить вторую фазу реакции спустя уже 24-72 часа, то есть сутки-трое, после начальных симптомов. Итак, препаратом выбора является гидрокортизон, который можно вводить внутримышечно или медленно внутривенно. Дозы. Если это взрослый или ребенок старше 12 лет, мы используем 200 мг. Дети от 6 до 12 лет 100 мг. От 6 месяцев до 6 лет 5 мг. И менее 6 месяцев 25 мг. Теперь антигистаминные препараты. Это однозначно препараты второй линии. Из-за возможного их воздействия на потенцируемый гистамином вазодилатацию и бронхоконстрикцию, что усугубляет симптоматику анафилаксии. Их можно использовать только лишь после того, как мы ситуацию взяли под контроль, то есть стабилизировали состояние. И следующее, до госпитализации все пациенты должны быть госпитализированы в отделении интенсивной терапии после стабилизации состояния. Итак, кратко алгоритм действий при анафилактическом шоке. Первое. Установили предварительный диагноз. Второе. Вызов помощи. Третье. Прекращение введения триггерного препарата, если таковой был. Четвертое. Обеспечение доступа воздуха или кислорода. Пятое. Внутривенный доступ. Шестое. Мониторинг витальных функций. Седьмое. Сосудосуживающая терапия. Восьмое. Инфузия. Девятое. Гормоны. И 10. Это экстренная госпитализация. По показаниям проводится базовая сердечно-легочная реанимация, БЛС. Также по показаниям вводится коникотомия или крикотериотомия.